Эрдоган проигрывает Сирию бин Салману. После своего первого зарубежного визита в Саудовскую Аравию, объявленный в Сирии президентом переходного периода, Ахмед аль-Шара посетит Турцию. Предполагается, что визит состоится 4 или 5 февраля. Ранее Турцию посетили глава МИД, Минобороны и шеф разведки новой сирийской администрации. Главным вопросом предстоящих переговоров в Анкаре президента Турции Реджепа Таyyипа Эрдогана с Аль-Джулани станет присутствие курдских формирований, объявленной террористической рабочей партией Курдистана, РПК, на северо-востоке Сирии, а также вопросы безопасности. Для Анкары, как и для Дамаска, ликвидация боевых формирований РПК, а также трансформации ИГИЛ в новую угрозу, является вопросом национальной безопасности и сохранения территориальной целостности. Сразу отметим важные восточные тонкости. Турция объявила себя главным бенефициаром свержения в Сирии Башара Асада и обозначила свое стремление доминировать в этой стране не только в сфере политики, но и в процессах государственного строительства. Но свой первый зарубежный визит Аль-Шара совершил в Эр-Рияд, где в интервью телеканалу Аль-Арабия заявил, что Саудовская Аравия играет ключевую роль в будущем Сирии. В то же время первым иностранным лидером, посетившим Сирию после провозглашения Аль-Шара переходным главой государства, стал эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани, ключевой союзник Турции на Ближнем Востоке. Это не случайный фактор, так как Дамаск связывает будущее не в историческую зону политической ответственности бывшей Османской империи, а в лоно арабских государств. При этом на Саудовскую Аравию делается особая ставка в процессе экономического подъема и реконструкции страны. Ожидается, что именно это откроет ворота на западном направлении в смысле снятия санкций. Это первое. Второе. Саудовской Аравии предлагается выступить в роли определенного гаранта неперехода Дамаска в систему исламского радикализма, тогда как Турцию на Западе подозревают в попытках реанимации на сирийском плацдарме идеологии братьев-мусульман. На такой основе выстраивается схема саудовско-турецкой конкуренции в Сирии. Но в парадигме альянса с Саудовской Аравией плюс Запад Дамаск открывает новые горизонты в решении курдской проблемы и отношений с Израилем, что может не устраивать Турцию. Американские эксперты утверждают, что Эрдоган надеялся, что израильские удары вынудят переходное правительство в Дамаске запросить у Анкары военной поддержки, благодаря чему она могла бы заменить Хезболлу и иранский корпус исламской революции в качестве буфера на границе с Израилем. Но такого пока не происходит, хотя обозначен фактор потенциального военного противостояния между Израилем и Турцией в Сирии. Израильтяне считают, что Турция, вложившая значительные средства в операцию по свержению Асада, вряд ли откажется от стремления восстановить свое влияние, преобладавшее в эпоху Османской империи, и что в случае распада Сирии она введет на территорию этой страны свои войска. Сейчас сохраняется критическая ситуация, которую пока контролирует США. Ожидается, что в ближайшее время президент Дональд Трамп примет в Вашингтоне глав МИД Турции и Израиля. Окончательное решение Трампа по сирийскому вопросу будет иметь важное значение для дальнейшего хода событий. Пока же на публичном уровне Турция готовится к участию в развитии в Сирии сфер транспорта, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии и градостроительства. Во всех турецких министерствах назначен специальный советник по сирийскому направлению. США сняли на 6 месяцев некоторые ограничения на ведение дел с Сирией, в то время как Великобритания пока не предприняла никаких шагов по санкциям. Ожидаются и решения ЕС. Но есть и опасения, что в Сирии может повториться то, что происходило в Ираке, в Ливии и в Афганистане. Турция строит военные базы в Сирии. Беспилотники будут защищать границы. В связи с этим ниже приведены мнения турецких политологов по данной ситуации. Сирия сталкивается с угрозами, связанными с наркоторговлей, Хезболлой, внутренней нестабильностью и, самое главное, с военным присутствием Израиля на своей территории. В ответ на эти вызовы сирийские власти под руководством Ахмада Шары обратились к Турции с просьбой предоставить беспилотные летательные аппараты, системы радиоэлектронной борьбы и другие технологии для защиты своих границ. После свержения Асада новое правительство Сирии решило кардинально изменить структуру армии
и систему безопасности. В рамках этого процесса Ахмад Шара начал развивать сотрудничество с Турцией, сделав запросы, касающиеся защиты сирийских границ. Основной запрос касался поставок беспилотников, а также установки дополнительных радаров, систем РЭП и интегрированных систем безопасности вдоль израильской границы, что позволит Сирии контролировать свою территорию более эффективно. По информации источников из Министерства обороны Сирии, первая поставка беспилотников ожидается в ближайшее время. Сирийские представители утверждают, что турецкие технологии в области воздушной обороны очень важны для защиты от угроз со стороны РКК, а также для противодействия израильской присутствии на территории Сирии. Кроме того, турецкие беспилотники играют важную роль в борьбе с наркоторговлей и угрозой со стороны Хезболлы, что особенно важно на сирийско-иорданской границе. Турецкое сотрудничество с Сирией было укреплено с самого начала революции, и стороны ожидают активное внедрение новых оборонных технологий в будущем. В ответ на текущие угрозы эксперты, такие как турецкий профессор и генерал в отставке Фахри Эренель, подчеркивают, что новое сирийское правительство должно разработать четкий план безопасности, в котором будет предусмотрена помощь со стороны Турции. В условиях геополитической реальности и исторического сотрудничества с Турцией Сирия рассматривает эту страну как своего главного партнера в сфере безопасности. По мнению других экспертов, таких как генерал Эрдоган Каракуш, поставки беспилотников и интеграция оборонных технологий станут решающими для восстановления обороноспособности Сирии. Турецкие вооружения уже доказали свою эффективность, и их поставки помогут Сирии справиться с многочисленными угрозами, включая оккупацию со стороны Израиля и террористическую деятельность РКК. Кроме того, Турция планирует построить 2 военные базы в Сирии, которые будут использоваться для обучения сирийских войск. В рамках подписания оборонного соглашения Турция предложит свою помощь Сирии в случае угроз и нападений. Ожидается, что в рамках соглашения турецкие войска также обучат сирийских пилотов, а также разместят в Сирии 50 истребителей F-16, чтобы предотвратить любые попытки нарушения сирийского суверенитета. Постскриптум. От себя добавлю, что все наши анализы, проведенные еще в конце 2024 года, становятся реальностью. Сирия превращается в настоящий военный театр действий, где в конце концов столкнутся 2 непримиримых врага – Турция и Израиль. Очевидно, что в таком столкновении победителей не будет, но масштабы будут колоссальными. Отметим, что пока мы анализировали это видео, в Анкаре произошла встреча Аль-Джулани с Эрдоганом. Остальные подробности в следующем видео. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Регньюз всегда на шаг впереди и анализирует все с опережением. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе мировых событий.